Дача. День. Люди. События. Выпуск посвящен заседанию по теме «Кадры для промышленности». Подготовка к новой индустриализации. Проблемы, решения. Работодателям по всей России не хватает квалифицированных рабочих. Почему молодежь идет в блогеры, а не на завод? Как изменить ситуацию и объединить усилия государства и бизнеса? Об этом в интервью с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым. Как в России заинтересовать молодежь карьерой в сфере промышленности? Во-первых, это кардинально поменять представление о промышленности у нашей молодежи. Поскольку сегодня промышленность – это старый, 50-х-70-х годов, огромный завод с упавшим забором вокруг него, с грязными цехами. И главное, с отсутствием понимания, что промышленная система – это и производство, и дизайн, и маркетинг. То есть сложнейшая система взаимодействия на получение итогового продукта. В этом смысле люди просто не понимают. Потому что для них промышленность – это значит идти в грязный завод, чумазом, за низкие деньги. Во-вторых, нужно проводить форсированную реиндустриализацию страны. Поскольку, с другой стороны, большинство наших предприятий действительно похожи на этот образ, который я обрисовал. И это связано с тем, что советские отрасли развалились почти везде. То есть они, выражаясь языком Майкла Портера, являются фрагментированными. А новые индустрии, которые государство должно было бы создавать за эти годы, под новые технологические уклады, под новые лидирующие мировые продукты, практически не созданы. Поэтому нужно эту форсированную реиндустриализацию с минимум созданием до сотни новых национальных индустрий. Кстати, Совет по промышленному развитию как раз эту работу 4 года проводит и организует проработку таких новых национальных индустрий. Есть специальная рабочая группа. Но это, к сожалению, единственный такой центр в стране активности, который занимается этим. А где государство? И третье, конечно, совершенно по-другому надо перестроить само образование. Поскольку сегодня образование настолько от всего отдалилось и имеет узковедомственные, узкокорпоративные задачи. Очень часто, когда даже в одном небольшом поселении есть техникум, и есть предприятие, они абсолютно никак не пересекаются и не взаимодействуют. Конечно, это неправильно. Потому что предприятия должны четко ставить задачи образовательным организациям. А образовательные организации показывают перспективные кадры, которые через какое-то время поднимут эти предприятия. А пока это все идет параллельными курсами, не соприкасаясь. Какие меры сегодня должно реализовать государство, чтобы преодолеть острый кадровый кризис? Сегодня бизнес торкается в государство, в образовательные учреждения. Часто создает свои корпоративные университеты или техникумы. Потому что бизнесу необходимо работать, ему некогда говорить, нужны кадры. Но проблема основная в том, что нет программы форсированной реиндустриализации. Берем мою любимую тему производства льна. В 1931 году в течение 1 года были созданы институты льна, было создано опытное экспериментальное хозяйство по льну, был создан завод, производство специализированной сельскохозяйственной техники. То есть советское государство в условиях безденежья организовало базовые центры новой льняной отрасли и добилось выдающихся успехов, восстановив традиционную монополию в России на лен. Или возьмем тот же 1931 год по станкостроению. Был создан ЭНИМС, Центр научной и конструкторской мысли станкостроения. Были созданы базовые заводы, которые потом стали флагманами всего советского станкостроения. Была создана сеть заводов по стране, самые разные, под разные задачи. Это 1931 год. То есть советское государство в 1931 году и льном занималось, и станками, и еще десятками отраслей. Создавая эти отрасли часто на чисто выжженной земле или инновационные отрасли, убитые до этого.
У нас точно такая же ситуация. Поэтому нужна форсированная реиндустриализация задач и создание 70 необходимых новых индустрий. Юрий Васильевич, о чем будет ваше выступление на заседании? Помимо достаточно понятной задачи, как обеспечивать уже действующую промышленность кадрами, и как менять содержание образования в вузах и техникумах и так далее, есть вопросы подготовки кадров как капитанов этих новых национальных индустрий. Это колоссальные задачи и проблемы. Это вообще другой тип кадров. Это управленцы, которые могут проектировать новые индустрии, организовывать их, вовлекать разные бизнесы в это. Поэтому, я считаю, нужно сосредоточиться, и хочу в своем выступлении предложить, как это сделать, именно на подготовке кадров создателей новых национальных индустрий. По сути, капитанов новой форсированной реиндустриализации страны. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.